прошлой серии «Бедной Насти». Как только ты освободишь ее, ты освободишься сам. Где деньги? Отдам. Когда? Завтра. Сегодня в Михайловском дворце бал. Надеюсь, вы не откажете мне в компании, принцесса? Ну и кто же настоящий преступник? Я готов назвать вам его имя, но в обстановке, где бы никто нас не мог услышать. Я твой хозяин. И думаю, всем пора понять, что это так. Маша, принцесса, я вам не помешала? Нет, вы не можете мне мешать, Ваше Величество. Как прошли ваши первые дни при русском дворе, Мария? Я чувствую себя как в семье. Я рада это слышать. Вы писали письмо домой? Нет, я писать Александру Николаевичу по-русски. Благодарить за вечер. Вчера мы ходили в Михайловский дворец, и чудесный бал там. Может, вы прочтете письмо? Вдруг там ошибка? Доброе утро, Ваше Величество. Он еще не император, чтобы называться Величеством. О, простите. Оказанную честь благодарю. Бал был прекрасный, очень весело, и я плясала, не покладая ног. Плохо? Вовсе нет. Я уверена, что цесаревич оценит ваши старания. Не стану вам больше докучать. Вы хотели видеть меня, Ваше Высочество? Что? Да. Вы помните наш разговор о князе Долгоруком? Конечно, помню, Ваше Высочество. И я бесконечно ценю ваше участие. Вот как? А оказывается, вы мне не все сказали. Я не понимаю, о чем вы. Вы утаили от меня, что отправились навестить князя Андрея без письменного приглашения. Да, Ваше Высочество, меня не приглашали. Но князь так долго не писал, я ужасно переживала. Мне необходимо было убедиться, что все в порядке. Мало того, что вы явились туда незваной, вы приехали туда одна, без надлежащего сопровождения. Это неправда, Ваше Высочество. Что? Меня сопровождал мой дядя Сергей Степанович Оболенский. Но он направлялся к соседям Долгоруких и высадил меня у ворот поместья. Ну, теперь я понимаю, почему Андрей был так удивлен и рассержен. Я считаю, что вам следует перед ним извиниться. Вы правы, Ваше Высочество. Я немедленно отправлю записку с извинениями. С вашего позволения. Я еще не закончил. Прошу прощения, Ваше Высочество, я не могу дольше ждать. Андрей? Если здесь и надо кому-то извиняться, то только мне. Наташа, я должен извиниться перед тобой за то, что так себя вел. Сможешь ли ты простить меня? Конечно. Господи. Лиза, что ты делаешь? Это же твое приданое. Разве маменька не приказала забрать у тебя сундук? Приказала, а потом вернула. Сказала, пускай стоит у тебя в комнате и напоминает о свадьбе с Забалуевым. Она не оставила свою затею даже после того, как узнала, что он с цыганами знается. Маменька поженит нас все равно, даже если узнает, что Забалуев сам цыган. Почему она так хочет этого брака? Я сама не знаю. Мне кажется, что даже если маменька узнает, что, может быть, Андрей Платоныч убийца, она
И тут найдет ему оправдание. Посмотри, Лизонька, какого мужа я тебе нашла. Не моргнув глазом, убьет человека. Но вы с ним будете жить припеваючи в поместье барона Корфа. Все для твоего счастья, Лизонька. А еще этот цыган. Ясно, что Забалуев что-то скрывает. По всей видимости, маменьке тоже есть что скрывать. Господи, Андрей Платоныч, напугали меня. Прям как черт из табакерки. Я счел своим долгом уверить вас, что ни один из цыган впредь не переступит порог вашего дома. Надеюсь. Да уж постарайтесь, если вам дорога ваша невеста. А чем это вы тут занимаетесь, Марья Алексеевна? А вы не видите? Вот. Делаю новую запись в расходную книгу. Ну, старую-то вы стерли. Приходится новую делать. Вот если получится, тогда уж никто не докажет, что барон вернул долг моему мужу. Получится, получится. Непременно получится. Замечательный у вас почерк. А это почерк моего мужа. Вот вам не удалось молодого Корфа-то арестовать. Вот я и занимаюсь художеством. Все самой приходится делать. Ну, не получилось. Пришли мы за ним, а? Фактов против него маловато, улик не достает. Любопытно, а кто же в самом деле-то убийца? Да я уверен, он. Именно он, молодой Корф. Нюх у него, как у лисы. Ну, предчувствовал, наверное, что за ним придут. Кстати, хочу вас предостеречь. Господин Корф, вероятно, будет настраивать вас против меня. Зачем ему это нужно? Ну, как же? Понимает, вероятно, что мы с вами заодно. Что вы этим хотите сказать? Должно быть, приехал исправник. Когда вы собираетесь арестовать меня за убийство? Теперь? Или после представления? Я полагал, вы будете репетировать весь день. Почему вы бездельничаете? Мне незачем репетировать. Роль крепостной мне прекрасно знакома. Ну что ж, посмотрим вечером. Так ли это? Вам не терпится увидеть мое унижение, Владимир Иванович?
Я не стремлюсь вас унизить. Мне нужна правда. Правда? Какая правда? Правда о том, что вы жестокий и бессердечный человек, для которого дружба – пустое слово, и уважение к памяти отца ничего не значит? Нет. Мне хочется развеять миф, в котором вы жили все эти годы. Остановить обман, который все в этом доме привыкли поддерживать. Вы мечтаете полюбоваться, как вытянутся лица ваших знакомых, когда они узнают эту правду? Они эту правду увидят. Когда вы выйдете к ним крепостной актеркой, танцующей для господ. И тогда вы, наконец, успокойтесь. Однако самонадеянно с вашей стороны полагать, что я мечтаю, как при виде вас, вытянутся лица Оболенского и Михаила. Я ни минуты не сомневаюсь, что о них вы как раз совсем не подумали. А о ком, по-вашему, я должен думать? О вас? О тебе? Ты обычная, крепостная, и тебе пора привыкнуть к этой мысли. Да и окружающим тоже. Вы готовы разбить сердце лучшему другу? Мишель дворянин. И он прекрасно знает себе цену. И будет благодарен мне, когда поймет, что принял стекляшку за алмаз. Он увидит тебя моими глазами. А немного ли вы на себя берете, решая за Михаила? Что он почувствует? Он мой друг. И я его хорошо понимаю. А вот ты совершенно заморочил ему голову. Ему нужно скорее узнать эту правду, чтобы забыть свою влюбленность в тебя. Как бред. Мне жаль вас. Вы еще ничего не знаете о любви. Когда же ты приехал? Как же вы узнали о его приезде, ваше высочество? У меня миллион вопросов. Я приехал сегодня, получив письмо от государыни. Да, матушка сказала мне, что пригласила князя в земли, и я взял на себя смелость сохранить эту новость в тайне. Но дабы сделать вам сюрприз, Натали. Сюрприз удался, ваше высочество. Вы ужасно меня напугали. А ты стоял за дверью и все слышал. Смеялся, наверное, как мальчишка. Да мне самому стало страшно. Ваше высочество, у вас, несомненно, актерский талант. Благодарю. Мне стало страшно, что Натали убежит, я ее не догоню. Пришлось раньше выйти из моего укрытия, чем я предполагал. Да. Не буду вам мешать. Думаю, вам есть о чем поговорить. Мой кабинет в вашем распоряжении. Но это невозможно, ваше высочество. Не спорьте со мной, мадемуазель. Эти стены, они привыкли к дворцовым интригам, скандалам, склокам. И им давно пора узнать, что существуют на свете влюбленные люди, говорящие на своем счастливом языке. Что ты на меня так смотришь? Я думала, что ты ко мне охладел, хотя мы так мало не виделись. Но потом Александр объяснил мне, что влюбленные в разлуке все равно влюбленные. Ведь мы влюбленные, да? Конечно, я ни минуты не переставал любить тебя. Просто я был очень занят в поместье. Ах да, как Лиза, она нашлась? Слава богу, все в порядке. Теперь она дома приходит в себя после этого лесного приключения.
Как же глупо. Я приревновала к тебе к этой крепостной. Я только сейчас понимаю, что ты просто переживал за Лизу. Мне так стыдно, что я в тебе усомнилась. Это я виноват. Заставил тебя волноваться, долго не писал. Еще так холодно принял. Сможешь ли ты простить меня? Ты же знаешь, мне не за что тебя прощать. Я тебя недостоин. Так ты простишь меня? Почему ты так настаиваешь? Есть что-то, о чем я не знаю? Маменька знает, что связано ли с этим ее желание выдать меня за Забалуева. Но знаю точно. Она что-то скрывает. Все это так запутано. Как жалко, что Андрей так скоро уехал в Петербург. Да, жаль. Если бы Андрей узнал, что Забалуев меня ударил, он бы убил этого негодяя. Но это ничего, я вернула ему пощечину. Но если есть какая-то тайна, зачем маменьке скрывать ее от нас? Соня, мы должны разгадать эту загадку. Может быть, это удастся. Но как это узнать? Мы должны что-то придумать. Нужно заставить маменьку проговориться. Нам нужен план. Вы меня неправильно поняли, Марья Алексеевна. Простите, ради бога. Я прекрасно помню, как вы убеждали меня захватить именье. Я только хотел, чтобы вы получили то, что принадлежит вам по праву. По праву оно мне не принадлежит, Андрей Платонович. Вы это прекрасно знаете. Иван Иванович вернул долг моему мужу. Но именно вы склонили меня выкрасть доказательства и незаконно претендовать на поместье. Помилуйте, Марья Алексеевна, я ведь только о вашей пользе пекусь. Именно вы решили обвинить Владимира в убийстве отца, решили засадить его в тюрьму, и все для того, чтобы вам было легче завладеть именьем. Интересно, на что вы еще способны? Все мои действия были оправданы. Я пришел с исправником, потому что я действительно уверен, что Корф отравил своего отца. А что это вы так озабочены убийством барона? Как честный человек, я не могу спать спокойно, пока убийца на свободе. Никто не может теперь спать спокойно. Вот. Вокруг этого дела вьются какие-то темные личности. Один Репнин с его вопросами чего стоит. Пытается перевести подозрение на всех, лишь бы выгородить своего друга Корфа. Верно. Он и у меня спрашивал. Да? Кто общался с бароном в день его смерти, да. Кто? Но мы-то с вами не имеем никакого отношения к убийству барона. И Репнин с его вопросами не должен вас беспокоить. Вы это из головки выбросьте. Марья Алексеевна, конечно, преждевременная смерть барона ужасна, но это свершившийся факт. И теперь мы должны благодарить небо, что обстоятельства складываются так, что поместье само плывет к нам в руки. Да полноте, Андрей Платоныч. Небо здесь ни при чем. Не святотатствуйте. Нет, я просто поражена вашей одержимостью этой идеей завладеть землей Корфа, а? Гораздо больше, чем я. Это же надо. Что же это такое, а? Какова причина такого сильного желания? А, Андрей Платоныч? Никс, я только что от принцессы Марии, и хочу сказать вам, что мои худшие подозрения на ее счет... Превосходно. Прекрасное изображение доспехов, и такое подробное. Художник произвел даже клеймо мастера. Прекрасно, однако я бы хотела поговорить о принцессе Марии, если вы... если вы не возражаете. Я только что так смеялась. Что же вас так рассмешило? Боюсь, что посмешищем оказалась ваша любезная принцесса. Нет, мне по-прежнему непонятно, почему брак цесаревича с этой девчонкой вам кажется удачной затеей. Шарлотта, вы неутомимы. Она двух слов по-русски связать не может. Это будущая императрица. Никс, над ней будет потешаться вся Европа. Ну что опять случилось? Она показала мне письмо, которое пишет Александру.
Наша милая принцесса, оказывается, плясала, не покладая ног. Ну, как вам это нравится, Никс? Мне известна одна особа, которая в свое время писала такие письма. Писала вам? Что за особа? Ники, вчерашняя прогулка лошадиная падать в меня душевно. И я думаю дарить вам в ответ. Вы не припоминаете, сударыня, что за глупенькая девочка могла написать мне такое послание? Как идут дела у моей очаровательной ученицы? Я написала русское письмо Александру. Александра Федоровна читала его. Она сказала, что Александр будет рад. Но, может быть, вы прочтете его и скажете, будет рад Александр или нет. Если в письме нет ничего секретного, я с удовольствием прочту его. Оно смешное. Вовсе нет. Так, несколько грамматических ошибок. Все надо мной смеются. Говорят, что я незаконнорожденная, но... А как вы думаете, Александр знать об этом? А? Ты так привыкла жить в обмане, что обманываешь даже саму себя. Ты ведь не хуже меня знаешь. Мишель отвернется от тебя, как только узнает о твоей лжи. Но я никому не лгала. Это была воля вашего отца, чтобы я росла в семье как равная. Да, такова была воля отца. Но ничья воля не может сделать вас дворянкой. И для всех будет лучше, если вы предстанете той, которая столь долго скрывалась под дорогими нарядами и побрякушками. Если вы так хотите открыть правду, почему просто не сказать всем? Для чего нужно устраивать это представление? Но вы же не просто крепостная. Вы крепостная актриса. Вот откройте истину со сцены. Жестоко устраивать из этого спектакль. А обнадеживать Мишу было не жестоко? Зная, что у вас не может быть будущего. У нас могло быть будущее. И вы прекрасно знаете, что Иван Иванович приготовил мне вольную. Это вы предпочли оставить меня крепостной. Ты так уверена, что достойна свободы? А почему вы так уверены, что вправе судить, кто достоин свободы, а кто нет? Потому что я твой хозяин! Владимир, я уже спрашивала вас, но вы ушли от ответа. За что вы меня так ненавидите? Ответьте, и я сделаю все, чтобы искупить свою вину. Только Бога ради, откажитесь от идеи устроить этот ужасный и бессмысленный спектакль. Вы ведь представляете, как тяжело будет Мише все это видеть. Неужели Мишель так много для тебя значит? Да. Что ж. Тогда, пожалуй, я предоставлю тебе выбор. Как бы мне хотелось сказать вам сейчас, Мария, что происхождение не играет никакой роли. Но это было бы неправдой. Мой отец был русский помещик по фамилии Бунин, а мать пленная турчанка, звали ее Сальха. А фамилию Жуковский я получил от нищего дворянина, который жил тогда у отца.
в поместье из милости. Он усыновил меня. Правда? Да, правда. Происхождение доставило мне тогда немало хлопот. Государь был категорически против, чтобы я стал наставником наследника. А когда я им стал, по дворцу долго ползли сплетни, слухи. А что такое слухи? Слухи. Слухи? Слухи. 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 Слухи и сплетни – это часть придворного этикета. Мне приходилось прилагать огромные усилия, чтобы доказать императору, что я достоин этой работы. Это была постоянная борьба. Мне тоже надо иметь борьба. Я должна доказать императрице, что достойна Александра. Да? Чудесно, Мария, чудесно, что вы понимаете это. Ну, готовы ли вы к этой борьбе? Невероятно. Вы сохранили это письмо? Разумеется. Оно очаровательно в своей милой глупости. Ведь вы тогда тоже почти не знали русского языка. Отдайте мне его, Ваше Величество. Мне бы хотелось сохранить его. Оно напоминает мне о тех днях, когда вы тоже были юной, наивной, немного испуганной, такой же, как принцесса Мария. Однако это не помешало нам пожениться и быть счастливыми, не так ли? Вероятно, при дворе были люди, которые смеялись над моими ошибками. О, никто не смеялся над вами. Все понимали, что вы учитесь, как учится и принцесса Мария. Сударыня, прошу вас, вспомните о тех временах и будьте добрее к принцессе. Позвольте. Это ужасно. И все-таки я была для вас более подходящей партией, чем принцесса Мария для Александра. Стало быть, вместо поддержки, о которой я вас прошу, вы решили всячески препятствовать мне. Ваше Величество. Я не закончил. Понимая, что вы намерены избавиться от принцессы, я вынужден настаивать, чтобы свадьба цесаревича и принцессы Марии произошла как можно раньше. Не совершайте подобные ошибки, Ваше Величество. Свадебная вуаль. Такая красивая. Надень ее, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. А ты представь, что ты надеваешь ее для венчания с Владимиром. Посмотрел? Теперь снимай. Я не кукла. У нас есть с тобой дела поважнее. Нужно как-то вытянуть из маменьки правду о смерти отца. И тогда мне не придется одевать это на свадьбу с Забалуем. Какая ты красивая. Но это преступление выдавать тебя за нелюбимого. Так. Кажется, я знаю, как уговорить маменьку. Отложить свадьбу. Отвечайте, Андрей Платонович. Зачем вам так необходимо поместье Корфов? Если я и проявил излишний интерес к поместью Корфов, то это исключительно из-за вас, милая Мария Алексеевна. Из-за меня? Да, да. Ведь скоро мы с вами породнимся.
А меня прежде всего беспокоят интересы семьи. Так-то оно так, Андрей Платоныч. Только сдается мне, что вы больше печетесь о приданом, чем о невесте. А Лизе-то вовсе не спрашивайте. Все поместье да поместье, поместье да поместье. Если вы подозреваете меня в корысти, Марья Алексеевна, то знайте. Я могу взять Лизу и вовсе без поместья Корфов. В качестве приданого. Вот как? Да. А если вам угодно сомневаться во мне, то помолвку и вовсе можно отменить. Можешь не танцевать нынче, Соломея. Не унижаться. Жить, как ты привыкла. При одном условии. И что же это за условие? Сегодня ты скажешь Михаилу, что тебе больше нет до него никакого дела. Скажешь, что будет лучше, если он навсегда тебя забудет. А затем встанешь и уйдешь, не оборачиваясь. Или ты танцуешь за обедом танец семи вуалей, и Михаил все узнает сам. Выбирай. Но ваша сделка не дает мне выбора. Я в любом случае потеряю Михаила. Зато если ты примешь мои условия, то останешься жить здесь, в поместье, и как раньше сможешь продолжать изображать дворянку. Вы имеете в виду, что я должна жить здесь, с вами? Вы невероятно высокого мнения о себе, мадемуазель. Жить не со мной, но в моем поместье. Иметь все, что вы имели раньше. Согласитесь, это довольно сносное существование в сравнении с жизнью служанки. Подумайте. Нечасто крепостным доводится слышать предложение подобного толка. О чем ты не рассказал мне? Ты что-то скрываешь? Поделись со мной. Кто-то снова хочет поссориться? Я ничего не скрываю. Там в поместье мне показалось, что я тебе совсем чужая. Когда я возвращалась, меня охватил ужас. Я подумала, а вдруг это правда? Вот сейчас я смотрю на тебя и думаю, а что, если это правда? Наташа, перестань, я люблю тебя. Я никого не люблю, кроме тебя. Тогда докажите это, князь. Что с тобой? Прости, как-то неудобно целоваться в кабинете наследника. Но он же обещал, что нам никто не помешает. Чш. Мне чудятся тяжелые шаги императора по коридору. Вдруг он войдет вместе с супругой. Почему мы должны скрывать нашу любовь? Наташенька, прости, я такой болван. У меня же куча дел. Сразу по возвращении я бросился сюда, к тебе. А мне же нужно отвезти вещи в семейный особняк. Кучер даже лошадей не распрягал. Но я обязательно вернусь позже. Может быть, мы отправимся на прогулку, если погода будет хорошая. А если плохая, посидим у камина? Прекрасно. Тогда до вечера. О, позвольте напомнить, Ваше Высочество, да? Что идея пригласить сюда принцессу принадлежит вам. Если вы намерены на ней жениться, зачем тратить время попусту? Я намерен на ней жениться. На девушке, достойной стать императрицей. Но я хочу, чтобы у нас возникли отношения. Или нет? Чувства. А это, согласитесь, требует времени. И я не понимаю вашего недовольства, отец. Я беседовала с принцессой. Она с таким восторгом рассказывала о недавнем бале. Да? Похоже, бедняжка считает, что у вас уже возникли отношения.
А вас, матушка, больше бы порадовал отъезд принцессы. Саша, я желаю тебе только счастья. Ну, у каждого свое счастье. Я так не хочу быть пешкой в ваших супружеских раздорах. Вы оба с такой божественной легкостью решаете мою судьбу. Саша, прекрати. Пусть выскажет все. Если вы не перестанете вмешиваться в мою жизнь, у вас никогда не будет невестки, а вы потеряете сына. Не уверена, что у меня хватит сил бороться за Александра. Чужая страна, я одинока. А здесь надо мной все смеются. Иногда мы действительно бываем смешные. Иногда над нами смеются завистники. Ну, рано или поздно вы привыкнете к этим придворным играм. А когда приехала Александра Федоровна, над ней тоже смеялись. Не забывайте, что императрица приехала невестой великого князя Николая Павловича. Ведь никто не знал, что он станет императором. А вы приехали невестой наследника престола. От вас требует большего, гораздо большего. Вы прав. Я буду бороться за Александра. За его любовь стоит бороться. Это я знать еще в Гессен-Дармштадте. А теперь я смотреть на эти слухи. Слухи? Вокруг пальца. Правильнее сказать, сквозь пальцы. Вы поможете написать мне письмо? Ну что ж, возможно, в самом деле стоит отменить помолвку. Я должна как следует все обдумать. Проклятый цыган! Всю душу твою некрещенную вытрясу. Мы с тобой еще встретимся. Заброшенную избушку на берегу озера, помнишь? Рядом с табором. Во сколько? В 2 часа пополудни, но только без свидетелей. Бог свидетель. Смотри. Обманешь, кишки выпущу. И парочку для свидания я тебе подобрал. Недалеко от моего поместья, ближе к озеру, есть заброшенная избушка. Любой крестьянин вам ее укажет. Встретимся завтра в 2 часа пополудни. Эти двое прикончат друг друга, и у меня 2 заботами станет меньше. Лиза, что это ты делаешь? Вот нашла что-то интересное. Вы помните эту вуаль, маменька? В этой вуале я венчалась с твоим отцом. Вы были счастливы в день свадьбы? Да. Я была счастлива. Маменька, простите меня за то, что я так часто вам говорила, что вы не любили отца. Теперь я вижу, что это не так. Любила. Я его очень любила. А помните, когда-то давным-давно, когда я была еще маленькая, папенька часто смеялся над вами, называл вас кавалерис девицей, а вы смеялись. Ты помнишь? Да, у Петра было чувство юмора. И хотя мой брак был устроен родителями, я по-настоящему
обожала своего мужа. А вы помните день свадьбы? Петр был такой красивый. А я, когда шла к алтарю, все время смотрела сквозь вуаль на него. Налюбоваться не могла никак. И солнце так светило сквозь церковные окна, как будто все было залито любовью. Вот. Как бы я хотела почувствовать это. Смотреть сквозь вашу вуаль на своего жениха и видеть, как весь мир сияет любовью. Маменька, позволите мне выйти замуж по любви. Ну? Так что же вы выбираете? Танцевать Соломею? Испытать любовь Михаила? Или же забыть его? И продолжать жить в довольстве, как прежде? Мне нужно идти. У меня слишком много дел. Пропустите меня. Пожалуйста. Не раньше, чем вы мне ответите. Каков ваш выбор? Владимир, вы действительно ничего не знаете о любви. Я не могу променять любимого человека на жизнь в удовольствии. Минуту назад вы утверждали, что вас заботит чувство Михаила. Если вы откажете ему, это ранит его гораздо меньше, чем мое унижение. Вы упускаете свой шанс, Анна. Подумайте. Какой бы хорошей актрисой я ни была, мне никогда не удастся, глядя в глаза Михаилу, сказать, что я не люблю его. Пропустите меня. Я должна репетировать танец Соломеи. Аня. Когда-нибудь вы пожалеете о том, что делали.